Всем хай, друзья! Уже много чего говорили по поводу Resident Evil Village, но сегодня я расскажу то, чего никто из вас еще не слышал. Обещаю, что тема интересная, поэтому усаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. В игре, которая действительно понравилась многим геймерам, было найдено много пасхалок, интересных секретов, были различные видео по поводу модов и все в этом духе. Но прямо вчера было найдено то, что точно никто из вас не знал. А это то, что в предрелизной версии Resident Evil Village были русалки, которые находились в локации водохранилища, а вместе с ними и другие интересные мобы, о которых сегодня я расскажу. В месте, где сейчас находятся совсем другие монстры, могли бы быть и эти, но, к сожалению, так и не появились в игре. А все потому, что у компании, которая разрабатывала данную игру, возникли проблемы по времени. У них просто-напросто не было времени для того, чтобы исправлять баги, поэтому данные мобы были просто удалены из игры, а сама компания больше уделила времени сюжету и проработке некоторых локаций. Помимо русалок, нас должны были ждать еще и сталкеры, а точнее болотные сталкеры, так как планировалось на месте водохранилища сделать огромное болото. И это была бы вся локация. Если бы разработчики внесли до конца все свои идеи, и у нас бы в релизнутой версии уже были русалки и вот такие вот сталкеры, то нам бы пришлось нехило плавать от русалок в воде, которые хотят настигнуть вас. Также они бы раздражали вас и на суше. Так вот, а вместе с ними еще и ведьмы с ликантропами. С этого момента можно сказать, что если бы не время на разработку, мы бы увидели именно это. Если бы весь этот контент сейчас добавили в игру, то локация водохранилища смотрелась бы куда круче и была бы опаснее. А это добавляет некий интерес к прохождению данной локации. К сожалению, скриншота этих русалок и сталкеров нет, все потому, что это все было удалено и уже забыто. Но есть информация о ключевых особенностях врагов, но и некоторые другие моменты, которые не попали в эту версию игры. Во-первых, это то, что дизайн русалок сильно напоминает дизайн других врагов из вселенной игры. Если бы мы сейчас с вами проходили локацию водохранилища, то большую часть локации пришлось бы проходить двумя путями: по суше или по воде, как я уже и говорил, убегая от русалок. Как раз таки на суше русалки бы могли выбираться, но они бы были медленными, неловкими, но тоже смертельно опасными. У них бы были специальные когти, которыми они могли бы наносить нам урон, а также, используя какую-то кислоту, плевать в нас. Возникает вопрос, как можно было сбежать от русалок. Если вы заметили, что в воде или на суше находятся русалки, можно было бы спрятаться в той же самой воде, но это только в случае, если они на вас еще не заагрились. Но если бы они вас нашли в воде, то тут совсем немного вариантов, что же делать. Или же сбежать из воды куда подальше, ну или стараться дать отпор. Кроме того, что они могли находиться в воде или на суше, у них могли быть еще и логово. Скорее всего, была бы возможность даже уничтожать данное логово, для того, чтобы они не вылазили и не мучили вас постоянно. Весь этот контент, к сожалению, не вошел в игру. Но есть одна загвоздка. На данный момент у компании разработчиков по финансовому отчету есть идея приготовить различные DLC к игре. Они будут и платными, и бесплатными, выход которых должен состояться прямо в этом году. А сейчас внимательно. Если разработчики собираются выпускать DLC, то возможно в этих DLC добавят данных мобов. Мобов, которых мы, к сожалению, не увидели. Но я надеюсь на то, что увидим. А что, кстати, вы думаете по поводу этих DLC-шек? Чтобы завезли новых монстров? Если честно, как по мне, идея неплохая. К примеру, если ты уже прошел Resident Evil Village, тебе она очень понравилась, и ты захотел еще раз ее пройти. Но вот эти новые DLC действительно дополнят игру. И я думаю, что куда интереснее станет играть. Собственно, раз мы сегодня поговорили, грубо говоря, про одну локацию, то станет интереснее играть там. Появится что-то новенькое. Но разработчики также могут изменить и другие локации. Или что-то еще добавить. Это совсем другая история. Пока что никакой информации по этому поводу нет, и нужно ее дождаться. А пока ждем новые DLC для Village, не забудь подписаться на канал. Каждый день выходят интересные ролики, сливы, гайды и топы. В общем, подпишись и будь в курсе всего интересненького и новенького по поводу своих любимых игр. А на этом, к сожалению, видео подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр. Не забудь поделиться этим видео с другом. В описании, кстати, есть все важные ссылки. Всем большое спасибо за просмотр и до встречи в новых роликах. Бай-бай.